Hi, англичане! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Надежда, я учитель английского языка. Сегодня мы с вами продолжаем читать книгу на английском языке Puss in Boots. Если вы еще не смотрели первую часть, то я вам оставлю подсказочку. Переходите, смотрите, для того, чтобы понимать все полностью содержание. Но мы продолжаем с вами читать. Сегодня у нас вторая часть. Начинаем. While the guards were drawing poor monkeys out of the river, the cat came up to the carriage and complained to the king that while his master was bathing, some rogues came by and ran off with his clothes, though the cat cried out, "Thieves! Thieves!" as loud as he could. Пока стража, guards, помним, это стража, вытаскивала, draw — это тянуть, глагол тянуть. Но они вытаскивали бедного маркиза из реки, out of the river. Кот, причем смотрите, уже с большой буквы у нас кот пишется, потому что это имя собственное в книжке. Кот подошел к карете, carriage, карета, помним, and complained, и пожаловался королю, что пока его господин купался, while his master was bathing, past continuous, длительность, он купался, bathe, купаться, some rogues, мошенники, воры, пришли и убежали с одеждой хозяина. Хотя кот кричал, воры, воры, thieves, да, воры, так громко, как мог, as loud as he could. In truth, the cunning cat had hidden his master's clothes under a great stone. На самом деле, in truth, на самом деле, хитрый кот, cunning cat, такой хитроумный, спрятал одежду мастера, hide, hid, hidden, неправильный глагол, прятать, под большим камнем, under a great stone. The king then ordered the officers of his wardrobe to ride back to the castle and fetch one of his best suits for the Lord Marquis of Carabas. Затем король приказал, order, приказывать, распорядителям своего гардероба, officer, да, officer of his wardrobe, распорядитель гардероба короля, to ride back to the castle, ехать, ride, верхом ехать, назад, в замок, castle, and fetch one of his best suits, и взять, как бы fetch, схватить, быстро взять. And fetch one of his best suits, и взять один из его самых лучших нарядов, костюмов, одеяний, for the Lord Marquis of Carabas, для лорда маркиза Карабаса. The king's order was immediately obeyed, and Mila's son was soon dressed as true marquis. Приказу короля тут же, immediately, тут же подчинились, obey, подчиняться, и сын мельника сразу же был одет как настоящий маркиз. And as the fine clothes he has given to the youth extremely set off his good looks, for the youngest miller's son was well made and very handsome. The princess was charmed by him. Король принял его с большим радушием, очень хорошо. Receive, как принимать. В данном случае он к нему был хорошо расположен. С добротой, with kindness. И ту одежду, ту хорошую одежду, которую ему дали, эта одежда подчеркнула его природную, скажем так, красоту. Впрочем, юноша был и так очень красивым, handsome. Помните, в чем разница между handsome и beautiful? Если да, то пишите в комментариях. The princess was charmed by him. Принцесса была очарована им. Charmed. And when the Marquis of Carabas cast her 2 or 3 respectful and somewhat tender glances, she immediately fell in love with him. И когда маркиз Карабас бросил
2-3 уважительных и нежных взгляда. She immediately fell in love with him. Она тут же в него влюбилась. Выражение у нас здесь fall in love with somebody. Fall in love with somebody. Здесь у нас глагол в прошедшем времени fall, fell, fallen. Тоже неправильный глагол. Then the king asked the young man to come into the carriage and to take part in the airing. Затем король попросил молодого юношу зайти в карету, прокатиться с ним и принять участие в прогулке, скажем так, airing. Airing – это прогулка, в том числе и проветривание тоже. The cat, quite overjoyed to see his plan working, ran on before the carriage, and meeting with some countrymen who were mowing a meadow, he said to them. Кот, переполненный радостью, то, что его план работает, бежал перед каретой и повстречал крестьян, которые косили луг. Mow – косить, meadow – помним, луг. И сказал им: Good people, you who are mowing, if you do not tell the king that the meadow you mow belongs to my lord Marquis of Carabas, you shall be chopped as small as the meat for the pie. Добрые люди, вы, которые косите лук, если вы не скажете королю, что лук, который вы косите, принадлежит моему лорду Маркизу Карабасу, вас порубят на мелкие кусочки. Chop – рубить. You shall be chopped. Вас порубят на мелкие кусочки, как мясо для пирога. The king truly did not fail to ask the mowers to whom the meadow they were mowing belonged. Кстати, предложение как скороговорка. Если хотите потренироваться в произношении английских звуков, можете вот просто прочитать пару раз это предложение, потренироваться. Если у вас без проблем получается, то тоже напишите в комментариях, я буду рада. Король и вправду не преминул спросить косарей, кому принадлежит лук. To our lord Marquis of Carabas, answered they all together, for the cat's threats had made them terribly afraid. Нашему лорду Маркизу Карабасу они ответили все вместе, all together, потому что угрозы кота, threat, да, угроза, threats, угрозы, заставили их очень сильно испугаться. Вот у нас структура заставить кого-либо сделать что-то. Make somebody do something. И в данном случае угрозы заставили их очень сильно, terribly, испугаться. Если переводить не так дословно, то угрозы кота их очень перепугали. You have a good property there, said the king to the marquis. Yes, sire, said the youth. Those meadows bring me a plentiful harvest every year. У вас здесь хорошая собственность, сказал король маркизу. Да, мой лорд, сказал юноша. Эти луга приносят мне очень много, plentiful, очень много урожая каждый год. Harvest – это урожай. In a while our master cat, who went still on before the carriage, met with some reapers and said to them, Good people, you who are reaping, if you do not say that all this wheat belongs to the Marquis of Carabas, you shall be chopped as small as the meat for the pie. Кот тем временем бежал дальше, впереди кареты, и встретил жнецов. Добрые люди, если вы не скажете то, что пшеница, которую вы жнете, принадлежит маркизу Карабасу, wheat, пшеница, вас всех порубят на мелкие кусочки и сделают мясной пирог. The king, who passed the field a moment after, wanted to know to whom all this wheat did belong. Король, который проезжал мимо вот этого поля, захотел спросить, кому принадлежит пшеница на этом поле. To our lord Marquis of Carabas, replied the reapers as one. Нашему лорду Маркизу Карабасу они ответили как один. Reply – ответить. Replied as one – ответили как один.
and the king was again very well pleased with the marquis. И король снова был очень доволен маркизом. Посмотрите на картинку, здесь вы можете видеть знак, sign, указательную табличку, Ogre's Castle, замок Огра, людоеда. At last Master Puss came to a stately castle, the master of which was an ogre, the richest ever known. В конце концов, кот в сапогах достиг величественного замка. Stately castle, да, величественный, прекрасный замок. The master of which, владелец, хозяин, которого был ogre. The richest ever known. Самый богатый огр был, которого когда-либо знали. All the lands which the king had then passed belonged to the ogre's castle. Все земли, lands, все земли, по которым проезжал король, принадлежали, belong, принадлежать замку людоеда, то есть людоеду. So the cat decided to take care and ask the servants about their master and about the magic he could do. Итак, кот решил позаботиться об этом замке, да, и расспросил слуг о их хозяине и о магии, которую он мог творить. Then he asked them to take him to the ogre. The cunning Master Puss pretended to be a poor pilgrim who could not pass so near a beautiful castle without having the honor of paying his respects to the master. Затем он попросил слуг отвести его к огру, к людоеду. Хитрый кот в сапогах притворился бедным путешественником, pilgrim, который не мог не пройти мимо такого красивого замка и не отдать своего почтения и уважения хозяину этого дома. The ogre received his guest as civilly as an ogre could do, and made him sit down and have rest. Огр принял своего гостя довольно-таки вежливо, почтительно, насколько огр мог сделать это, и предложил ему присесть и отдохнуть. Cunning Master Puss immediately started the conversation. I was told that you have the gift of being able to change yourself into all sorts of creatures, he said. But are you able to transform yourself, for example, into a lion or an elephant and the like? Хитрый кот в сапогах тут же начал разговор. Мне сказали, I was told, пассивный залог, то, что у вас есть дар превращаться в других созданий. Creature – создание. Change – меняться. Но можете ли вы, are you able, превращаться, к примеру, transform yourself во льва, into a lion, или слона, или типа того. And the like. That's true, the ogre roared wildly. And to convince you, you shall see me now become a lion. Конечно же, это правда, дико взревел огр. И чтобы убедить тебя, and to convince you, убеждать, convince, сейчас ты увидишь, как я стану львом. The cat was so terrified at the sight of a lion so near him that he immediately climbed onto the roof by the gutter, not without much trouble and danger. Кот так перепугался, когда увидел рядом стоящего льва, что тут же вскарабкался на крышу по водостоку gutter. Конечно же, не без проблем, и это было опасно. His boots were of no use to him for holding to the tiles with the claws. Его сапоги были бесполезны. Они не помогали держаться когтями за плитку. Hold – держаться, tile – плитка, claw – claws – когти. A little while after, when the Puss saw that the ogre had resumed his natural form, he came down and acknowledged that the ogre gave him quite a fright. Спустя некоторое время кот увидел, что огр снова
принял свою натуральную форму, человеческое обличие. He came down and acknowledged. Он спустился и признал, acknowledge, признавать. И признал, что Огр его очень испугал. Ogre gave him quite a fright. I was also told, said the cat, that you also have the power to take on you the shape of the smallest animals, for example, of a rat or a mouse. But, frankly speaking, I take this to be impossible. Мне также сказали, говорит кот, то, что вы обладаете даром превращаться также и в самых маленьких животных. К примеру, в крысу или мышь. Но, честно говоря, frankly speaking, честно говоря, я думаю, что это невозможно. I take this to be impossible. Невозможно. Impossible, roared the ogre. You shall now see then. Невозможно, проревел Огр. Ты сейчас увидишь. And he immediately changed himself into a mouse and began to run about the floor. As soon as the cat saw the mouse, he fell upon it and ate it up. И он тут же превратился в мышь и начал бегать по полу. Как только кот увидел мышь, он прыжком, he fell upon it, он прыжком догнал мышь и проглотил, and ate it up. Meanwhile, the king, seeing the fine castle, had a mind to go into it. Master Puss, who heard the noise of his majesty's carriage coming over the drawbridge, ran out and said to the king, Your Majesty is welcome to the castle of my Lord Marquis of Carabas. Тем временем король увидел этот прекрасный замок, и он пожелал посмотреть на него. Master Puss, who heard the noise, кот в сапогах, который услышал шум, noise, шум, кареты Его Величества, которая проезжала по подъемному мосту, кот выбежал и сказал королю: «Ваше Величество, добро пожаловать в замок моего лорда маркиза Карабаса». «What? My lord Marquis?» cried the king in astonishment. «Does this castle also belong?» «Как, господин маркиз, my lord маркиз?» вскричал король с удивлением. Astonishment, удивление, изумление. «Does this castle also belong to you?» Этот замок тоже принадлежит вам? There can be nothing finer than this country yard, and all the stately buildings which surround it. Let us go into it, if you please. Я никогда не видел ничего изящнее, чем этот двор, country yard, и все величественные строения, которые его окружают. Let us go into it. Давайте же зайдем в этот замок, если вы будете благосклонны, если вы не против, if you please. The Marquis gave his hand to the young princess and followed the king who went first. Маркиз подал руку молодой принцессе и последовал за королем, который пошел первым. They passed into a great hall where they found a rich supper which the ogre had prepared for his friends, who were that very day to visit him. В общем, их там ждал роскошный ужин, который Огр prepared, подготовил для своих друзей, и они как раз-таки должны были навестить его в тот день. Besides, they have come, but dared not to enter, knowing the king was in the castle. Кстати, они таки пришли, но не решили зайти. But dared not to enter, зная, что король был в замке. His Majesty was as charmed with the good manners of Marquis of Carabas as his daughter, who had fallen violently in love with the young man. Король был так очарован маркизом Карабасом и его манерами, талантами, так же, как и его дочь, которая без ума влюбилась в него. Fall in love – влюбиться. Violently, violence вообще переводится как жестокий, но здесь имеется в виду без ума влюбилась в молодого юношу.
After the supper, the king came into such good spirits that he said, "It will be owing to yourself only, my lord marquis, if you are not my son-in-law." После ужина король вошел в такое хорошее расположение духа, came into such good spirits, такое у него хорошее настроение было, что сказал: «Только сейчас от вас зависит, мой лорд, мой господин маркиз, станете ли вы моим зятем, son-in-law, зять». So the young miller's son, with low bows, accepted great honor which his majesty conferred upon him, and that very day married the princess. Тогда младший сын мельника, низко поклонившись, low bow, низко поклонился, принял оказанную ему великую честь, и в тот же день женился на принцессе, обвенчался с принцессой. The cat became a great lord at his master's side and never ran after mice any more. Well, maybe sometimes, just for fun. And here is all the tale of Puss in Boots. Кот стал влиятельным лордом при своем хозяине, при маркизе Карабасе, и больше никогда не бегал за крысами и мышами. Ну, может быть, иногда. Well, maybe sometimes. Чисто забавы ради. Just for fun. Вот и вся сказка про кота в сапогах. Ну что ж, на этом все. Мы дочитали с вами книжку Puss in Boots. Надеюсь, что вам понравилось. Если это было так, то не забудьте поставить лайк. И вы можете также досмотреть прикольную концовочку, которая предлагается авторами этой книги Я говорила, что в конце книги у нас есть страница с виртуальной реальностью. Предлагаю посмотреть вам, послушать то, как заканчивается книга со слов кота в сапогах. Do you, Marquis of Carabas, take this cat to be your dearest companion, to feed and to pet him at a moment's notice? I do. And you, Princess, are you willing to scratch cat ears each morning, to play with him and buy him best clothes in all the kingdom? I do. So I pronounce you man and wife. They seem to get along so nicely. A perfect match, I would say. And the princess, a real beauty. Not a sleeping beauty, mind you. It's important. One she-cat from the neighboring kingdom told me these sleeping beauties are so difficult. But that's quite another story, my friend. And that's it. В конце кот в сапогах делает некий такой кроссовер на другую книжку Sleeping Beauty, спящая красавица, потому что вот эти вот две серии книг, они связаны, Sleeping Beauty и Puss in Boots. Вот мы с вами прочитали сейчас Puss in Boots. Дальше я планирую читать Sleeping Beauty, спящую красавицу. Если вам интересно, то пишите в комментариях, и тогда я, конечно же, прочитаю эту книжку. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам все понравилось. Увидимся в следующих видео. Bye-bye!